Всем привет, дорогие друзья, и мы рады представить наш новый выпуск. Привет, друзья! Я, как всегда, напомню вам подписываться на канал, ставьте колокольчик и ставьте лайк сразу же. А тему сегодняшнего у нас ролика озвучит Камила. Это иммиграция на Бали, жизнь там, ожидания, реальность, в общем, все, что связано с этим магическим островом. В гостях у нас, конечно же, человек, который является экспертом в этой области, потому что Алиночка, это моя подруга, она там провела не один месяц и даже не один год. Алина, расскажи, сколько же ты была на Бали суммарно? Да, привет, ребят. Я суммарно жила там 2 года. Достаточно долго. Ну, ты же до этого ездила туда просто посмотреть? Первый раз я была 6 лет назад, я была там пару недель, что-то типа 10 дней, каникулы, отпуск. Но для острова это как 2 минуты. Это 2 недели, это вообще ни о чем. Ну, как по моим ощущениям. Так что да, второй раз я уже вернулась и осталась на продолжительный срок, на 2 года. Но ты как считаешь, все-таки, если человек впервые собирается на Бали, стоит ли ему брать сразу обратный билет? Мы не говорим про тот, который надо брать, чтобы заехать в страну, вот тот самый, Да. которым мало кто пользуется, а про реальный. Ну, это зависит от обстоятельств. Если обстоятельства позволяют не брать, конечно, лучше не брать, потому что страна сама по себе очень большая, и остров большой. И рядом с этим островом очень много тоже классных островов, которые нужно, по моему мнению, посетить. Так что, если есть такая возможность, то лучше, конечно, без обратного билета. Алин, скажи, как легко ли найти работу на Бали для человека неподготовленного? Вот просто приехал и чем заняться, не знаешь когда. Начнем с того, что работать там физическим трудом нелегально. То есть это нелегальная работа, тебя могут поймать, тебя могут депортировать. Но 95% тех, кто работает физическим трудом, делают это нелегально. То есть, это на свой страх и риск. Кого-то ловят, у кого-то все нормально. Я работала так. А какие виды работ есть? Это все то же самое, что и здесь. Там примерно такая же инфраструктура. Я не знаю, бьюти-сфера. Бьюти, наверное, наиболее развита, потому что наши мастера, они всегда же славились. Всегда в цене. И они хорошо там зарабатывают, потому что там они еще более в цене, чем здесь. Педагоги, учителя, врачи. Любой физический труд. Там очень много русскоговорящих. И, естественно, во-первых, не все знают английский, не все рискуют обращаться к англоязычным специалистам. И более привычно, со своим менталитетом, сотрудничать, работать, поэтому клиенты всегда найдутся, но это риск большой, что тебя могут поймать и депортировать. А по зарплатам как, если я захочу поехать? А кем ты захочешь там работать, если захочешь поехать? Только на стройке, конечно же. Там очень дешевый рабочий труд, так что... Насколько я знаю, средняя зарплата у балийцев что-то около 18 тысяч рублей. А как дорого жить? Жить можно на любой карман. Наверное, самый минимальный прожиточный минимум. 1000, наверное, долларов по нынешнему курсу. Это самый минимум. Это прям зажимаясь? Спишь подворотней? Кушаешь варанье. Варанка — это местное кафе, да? Варунг. Варунг. Да, варунг. там растут бананы на поле, в любом случае ты голодный не останешься. В моем понимании, конечно, ужимаюсь. Я не знаю, у каждого свои параметры. Но, в принципе, начиная от $1000, я думаю, что на любой карман можно найти. Как часто происходит ловля тех, кто работает нелегально? Это прям постоянные облавы или это все-таки исключение? Вообще, на самом деле, насколько я знаю, насколько я слышала, очень прискорбный факт, что просто так на людей не выходит. Это происходит чаще всего по наводке. То есть конкуренты могут заложить какой-то салон или какой-то там... Да. И в основном русскоговорящие закладывают друг друга. То есть это такая чисто история про конкуренцию. Чтобы убрать, да? Но при этом ты сам всегда можешь оказаться среди тех, кого тоже так же уберут. Конечно, да. Я не знаю, может не только там, может быть множество разных факторов. Не знаю, неприязнь личная или что-то еще. Но в целом такое есть. Да. Но если ты живешь долго, например, я жила там долго, да, я уже понимала там. Ты начинаешь чувствовать. Да, ты уже интуитивно это распознаешь. Чак, как называется?
Остров начинает принимать тебя. Да. Да, Да, вот интересно как раз тема про чакры. про чакры, Да, да. Многие говорят, что на Бали работа, сложно уже как-то физически работать, у тебя открываются новые какие-то чакры, новые видения. Про работу ты особо не думаешь, мне кажется, на Бали. Потому что это отдых, Типа солнце, ленность, да, вот это все происходит. да. Да, мы обсуждали это действительно так, и я пришла к тому, что на самом деле во всех просто южных странах всем южным жителям это свойственно, так Мгм. как, солнце такой фактор, он действительно оказывает большое влияние. Это тяжело, потому что когда я только собиралась на Бали, я спрашивала отзывы у друзей, знакомых, кто там живет, и они говорили, все классно, все супер, но, работать невозможно. И я думала, ребята, вы просто не знаете, что такое внутренняя дисциплина, я сейчас приеду. Нет, да, Мгм. это есть, и это все не Обсуждали. убежать, да. М. Но я так понимаю, тут немного разные вещи чакры и ленность. То есть это Мгм. для меня это немного разные понятия. Вот. Какой вопрос был? Да, В основном хочется про работать. ленность, да, видишь, в случае Радмира, как человек, который не был на Бали, у него это может быть осознанность, как-то связано с отказом от физического труда, может быть. Да. Но в случае твоем это абсолютно разные вещи, так как ты человек, который практикует медитацию вообще, да, Мгм. чтобы никто не жаловался, что мы тут не раскрыли гостя. Хочется гостя раскрыть, я Алиночку знаю, поэтому спрашивать много не могу, но для Радмира и для вас может быть интересно, потому что Алина человек незаурядный. Расскажи, просто, чем ты занималась в России? Вообще я преподаю танцы детям и взрослым. Когда я жила в России, у меня была танцевальная студия, я занимаюсь этим давно, всю жизнь, последние 25 лет. На Бали, когда я приехала, я тоже там преподавала танцы, стрейчинг, но потом у меня раскрылись чакры. Мгм. А какой вид танцев, Алина, уточни, пожалуйста? Бальные танцы. Бальные Спортивные танцы. бальные танцы, да. Очень. Это моя мечта была Мгм. всегда, знаешь, бальные танцы. Для взрослых тоже сейчас есть Да, возможность? конечно. Свадебные, я помню, ты даже Конечно. ставила, да? Да. Это круто. Очень круто. Круто, согласна. А что там с чакрами, как они раскрылись? Чакры немножечко подраскрылись, и я начала заниматься ретритами. Сейчас я провожу ретриты женские. Для меня, пожалуйста, что это такое? Потому что вообще не знаю. Ретрит, скажем так, вообще слово ретрит с английского переводится как уединение. Мгм. Это такая программа, по которой ты просыпаешься. Это, в общем, как лагерь только для взрослых М. людей, которые хотят заняться своим духовным развитием, Мгм. скажем так. Каждый день ты просыпаешься в 7 утра, и у тебя целый день расписан по практикам духовные, физические, психологические практики. Тренинги психологические, всевозможные практики, медитации, йоги. Мгм. Вот. Физические упражнения тоже, да, включены? Конечно, Йога, ты же говоришь, йога, да? танцы. Да, И ты конечно. прям живешь в этом месте. Да, мы снимаем виллу или отель каждый день. Мы проводим вместе с утра, встречаемся, разлучаемся только на сон. А там есть какой-то лимит по количеству? То есть это большая группа, типа там 100 человек, или это там человек 10, мини-группа? Нет, это до 10 человек. Да. Что создает такую некоторую уютность, да? Не то чтобы даже уютность. Камерность. Наверное, в каком-то смысле, да. Больше, наверное, это про то, что когда группа собирается, группа не собирается никогда просто так, они все более-менее друг к другу под запрос собираются. Ты как психолог 100% об этом знаешь. Конечно. Да. Некоторая синхрония может быть, да, то, что Да. один говорит, другому это откликается, или вызывает у него, наоборот, какие-то противоречивые эмоции. То есть идет такая групповая динамика. Да, может идет, быть, так. то есть это, по сути, групповая практика на протяжении всех дней ретрита. Они друг другу что-то подсвечивают. И, то есть при большом количестве людей это сложнее увидеть, прочувствовать, проработать. Вот, поэтому у нас, да, мини-группа. Но это именно для женщин. То есть мужчина, например, Радмир не Мгм. может, да, получается? Я думаю, существуют и мужские ретриты. Я видела Да, в конкретно чатах Бали. Да, конкретно я занимаюсь женскими. Все, понятно, интересно, слушай. Остров открывает новые способности. Кстати, конечно, мы еще продолжим тему Бали, но просто интересно, ты собираешься продолжать проводить эти ретриты? Да. То есть имейте в виду, ребят, что кто хочет, но только женщины, мужчины, Женские, которые нас пока что смотрят, да, женские, можете направить своих дам к Алиночке, потому что этому Уже человеку в можно доверять. Да, уже в августе, в конце августа я хочу провести первый ретрит в Казани. О, в Казани? Выездной ретрит. Круто.
приглашаю. На самом деле очень круто. Будет интересно узнать подробности. Если мы начали говорить тему отдыха на Бали, да, наверное, это все-таки место, где легко и хочется начать какие-то новые любовные отношения. Вот как это все происходит именно на Бали? Знакомства и так далее. Расскажи, пожалуйста. Это происходит. Ну, я могу сказать, что Бали для меня это такой концентрат просто красивейших, нереально красивейших людей. Ну, так как я женщина, я, наверное, больше мужчин оценивала. Мужчин там, правда, очень много. Да, я помню, как ты мне говорила, приезжай на Бали, откроем тут Тиндер, и Да. это будет просто красота. Я помню, как ты реально очень хвалила местный колорит, так Да, скажем. местные особенности. Ну, во-первых, это мекка серфинга, все Мгм. приезжают туда серфить. Это спортсмены, ну, в общем, выбор там большой, но есть но. Так как, в принципе, остров Бали это про свободу, знаешь, про Мгм. проявление свободы во всем. Мгм. Мысли, Желание. желания, абсолютно во всем просвечивается свобода, и как бы в плане отношений... Свободные тоже. Да. То есть они красивые, но чего-то Они нормального не Красивые, жди. как бы, ну, Но недолгий. да. Я просто очень Да. много видела рилс в запрещен грамме реально на эту тему. Есть люди, которые пародируют мужчин на Бали, ну, женщин тоже, но мы сейчас говорим про мужчин, и типа там он вот выпил капучино на молоке русалки, и типа ревность — это ограниченность Да. твоего ума, давай будем далекими от этого, мы будем более просвещенными, детка, типа что-нибудь такое, да? Есть такое, вот в плане вот этих... Сталкивалась с такими людьми? Ну, конечно, да. Я же Личный реферитами опыт. занимаюсь. Да? Конечно, сталкивалась. Личный опыт очень ценен для нас, да, потому что никогда кто-то где-то как-то, ну, когда мы сами видим, что да, действительно это есть. Я тоже, когда приезжала на Бали, мне тоже об этом говорили многие люди, что отношения складываются, но это типа остров, и он вносит свои коррективы. И некоторые люди просто хотят поехать туда в надежде начать новую жизнь. Многие избегают, особенно после какого-то травматичного развода, если мы говорим про зрелых людей, которые хотят от всего абстрагироваться, и они думают, что там найдут какую-то чистоту, справедливость, гармонию. Это какой-то мир, где все к ним добры. Добры-то понятно, но у этих людей есть какие-то свои нюансы тоже, которые могут вам, ну, не подходить по каким-то другим Ну, определенным условиям. конечно, да. Во-первых, от себя не убежишь, даже на Бали. Это очень важная мысль. Да, да. И это тебя догонит, особенно на Бали, потому что остров и правда, он немного магический, и есть такое. Вот, и... В чем это проявляется? Ну, ты знаешь, есть такое понятие карма, и кто-то в него верит, кто-то не склонен, но там она очень быстро и сильно проявляется. Ты знаешь, мы поехали в бар с другом на байке. Он был трезвый абсолютно, мы со шлемом, все. Он берет себе коктейль, я говорю, ты же на байке за рулем, ну, не надо. Такой, ну, он взрослый был парень, высокий, большого телосложения, один коктейль, ну, как бы ничего для него вроде бы не должен значить. Я говорю, не надо, пожалуйста, вот в аварию попадем, потом будем жалеть. Мы выходим из бара, буквально 5 минут мы попадаем в аварию, хотя, ну, вообще авария просто на пустом месте, просто ни с чего. И вот такие, вроде бы нюансики, но они... Дают понять, что на этом острове Ну, что-то такое спиритуальное там есть, да. Я не знаю, Камила, кстати, расскажи, ты что там была, замечала? Я хотела сейчас спросить у тебя как раз-таки, как у человека все-таки, который с этим островом имеет некоторую связь гораздо больше, чем я. Я была на Бали только порядка месяца, даже чуть меньше, в отличие от Таиланда, где я провела много времени. И вот на Бали, я не знаю, возможно, меня не принял остров, я к магии не так сильно склонна, да, но... Если бы я верила, я бы думала, что в этот приезд Бали меня не принял, потому что я из, получается, практически 4 недель пребывания была отравлена. Была отравлена раза 4 минимум. И не только я, вся наша компания, кроме тебя, да, вот и как бы наши ребята, мы травились по очереди, травились практически через день, и это были очень сильные отравления. То есть не как там просто вот в туалет сходил и все. То есть это было для меня очень сильно, потому что я не склонна к отравлениям. То есть я в России, да и в том же Тае, ела все, что хотела, и не травилась. Притом я там ела бы именно в местных кафешках. А тут я в местных вообще не ела. Ела в хороших ресторанах, ты видела, да? В хороших местах. Но одолевала дикая невзгода с пищеварением, ну, типа, очень сильная.
И ладно бы невзгоды, но потом у нас, типа, был момент, когда мы планировали поехать там в Убуд, например, да, я планировала поехать там на север острова смотреть дельфинов, и у меня все это было запланировано, но я не смогла это осуществить просто потому, что после отравления я лежала без сил, восстанавливалась или ехала в больницу. То есть и у меня очень много моментов не получилось осуществить там, которые я планировала. Убуд, водопады, дельфины. И, типа, остров мне не дал это сделать. Почему? Почему остров тебя не принял? С чем это может быть связано? Потому что есть такие же люди, как я, которых остров не принял. Ну, по-разному. Меня вот так. Меня через кишечник прогнал. Ну, слушай, я тоже, на самом деле, к магии отношусь так. Я практикую медитации, там, йоги, да, и все духовные практики. Да. Но все-таки я это немножечко различаю с магией. Мне кажется, проблема с Пищеварением назовем, давай. Будем Пищеварением, деликатно да. выражаться. с пищеварением, отравлением. Это, в принципе, нормальная история для Азии, потому что помимо того, что все блюда острые, но окей, даже если я в европейских ресторанах антисанитария, я не знаю, можно ли этот факт подносить. Я ведь была в Тае очень много времени, и на Шри-Ланке, которая вроде как вообще считается погрязнее всех. Да. И Ну, что там, значит? ни разу не было. Я поэтому сразу и задумалась, что у меня в Тае ни разу не было, в Шри-Ланке ни разу не было, а тут... На тот момент ты связал это как-то со своей кармой? Вот, да, я хотела только что сказать, что-то в карме, значит, надо почистить было у тебя. Если есть какой-то тут эзотерический смысл, то я понимала, что это какая-то очистка глобальная. Потому что чистила отовсюду, ребят, честно. Но единственное, чистила не только меня, а еще наших других людей. Ладно, не буду их озвучивать, вдруг они не хотят такой репутации иметь, людей, которые из туалет не слазили. Но мою компанию вот этих людей, которых ты знаешь, тоже проносила не менее меня, если не более. Общие косяки не обсуждали после Одна этого? компания. Одна компания. Карма, видимо, у вас там Кроме всех, кроме Тимура. Его только не несло. Да, ну слушай, просто вот мне интересно было, по каким критериям остров может не принимать. Нет таких критериев каких-то определенных? Ну, у каждого же свои зоны роста, скажем так, да. Кто-то в чем-то в минусе. Косякнул. Кто-то в чем-то косякнул. Кто-то в чем-то когда-то косякнул. Надо отрабатывать. Отработали, я надеюсь. Будем Я считать. прочистила. видишь? Прочистила по полной. Карма Выпуск себя. надо назвать «Прочистила Камилу». Поэтому она в шляпе. Поэтому она в шляпе. Да. Как быстро развивается вообще Бали? Очень быстро развивается в плане недвижимости, например, инвестиций. Насколько я знаю, в последние 2 года Бали держится в топе Мгм. по миру, по всему. Раньше они были на одном уровне с Дубаем, сейчас для меня лично, вот как для туриста, да, это, конечно, минус большой, потому что раньше, когда я приезжала на Бали 6 лет назад, уникальность острова была как раз-таки вот в этой нетронности, Мгм. знаешь, дикой природе, уединении, ты чувствовал себя там, ну, правда, как будто в каком-то очень необычном таком месте, где ты можешь уединиться с природой. Сейчас очень сложно найти место для аренды жилья, чтобы тебя не мучили звуки стройки. 100%. Потому что застраивается просто абсолютно все. Каждый квадратный метр сейчас застроен, и для меня это, конечно, ну, для меня это просто показатель недальновидности на самом деле, потому что, ну, люди изначально это ехали за этой уникальностью, которая в итоге, как по Теряется. мне, сейчас, да, очень сильно теряется. Мгм. У нас везде были, где бы вы ни жили на Бали вот за эти 3 недели, у нас везде была стройка. Да, да. Ты же видела, у нас прям над бассейном люди ходили и ремонтировали. Да. Это правда. Но с точки зрения инвестиций, это Мгм. очень Выгодно. классная штука. Мгм. Очень выгодно. Да, у меня тоже очень многие там и строят, и вкладываются, потому что быстро растет, и мы видим это реально как потребители в цене. Ну, кстати, здесь тоже есть минусы, потому что строят это все балийцы, Мгм. то есть рабочая сила там очень дешевая среди мест. И, ну, скажем так, балийцы немного особенный Халтурят. народ. Да, и они, в общем, есть там свои нюансики. Ну, Мгм. про старательность ты говоришь, да? Старательность, может, чисто плотность, Они очень долгосрочность. ленивые. Ну, Мгм. типа, они могут отдыхать просто полдня. У них, видимо, свои какие-то
параметры строительства или что. Ну, в общем, просто все делают по-другому, не так, как привыкли мы. И если у нас сфера услуг и обслуживания на высоком уровне, то там страдает. Какие варианты есть жилья? Вот, где можно остановиться? Какие типы жилья? Да. Самый распространенный это вилла. Мгм. Люди снимают виллу На большую компанию, наверное. на большую компанию, Мгм. или, например, вообще очень тоже распространенная история, что снимают комнату на вилле. Мгм. Среди незнакомых людей. Да, среди незнакомых людей. Например, я когда в первый раз поехала на Бали, я написала в чате, что девчонки, я вот еду на Бали, хочу снять виллу, давайте с кем-нибудь соединимся и вот на троих снимем. Вот, я познакомилась так с девочками, мы целый год с ними там тусили, очень супер классно было, и это очень распространенная история. Там, в принципе, история вот этой вот открытости и легкого открытого знакомства, она очень классная. Это, опять же, про свободу, да, люди очень быстро, очень открыто и спокойно знакомятся друг с другом, и настолько даже, что они могут вот, Соседствовать буквально. да, жилье пошерить, и это вообще не проблема, это очень распространенная история. Также есть апарт-отели, как отдельные квартирки. И, наверное, самое распространенное это гестхаус. Это как мини-отель. Там общая кухня на всех, бассейн, есть какая-то общая зона гостиная, и у каждого по комнате, то есть как в отеле. А туалет же у каждого свой? Конечно. Уборная, ну Да, типа, да. мало ли, это важное уточнение, потому что там травиться можно, я же говорю, не просто так спрашиваю. Да, такая кухня общая. Кухня, бассейн и... Да, я же была вроде, мы тебя в гости оставляли вещи там и заезжали. А как обстоит криминальная обстановка? Безопасность, прям вот Да. ты с языка снял, только хотела поговорить. Потому что мы когда собирались, я просто скажу тебе, что у нас там друзья начинали там некоторые, ой, я ноутбук брать не буду, говорят, прям виллы обносят. У нас там реально вот некоторые люди не хотели брать с собой вещи. Я говорю, вы с ума сошли, берите спокойно, вы как будете жить-то там, работать, ну типа... А они где-то наслушали, что там прям все, идешь, из руки вырывают и ноутбук, и телефон, ну то есть просвети, пожалуйста. Когда я собиралась туда 2 года назад, я очень остерегалась этой темы, потому что я ехала одна, как бы девочка, знаешь, ну, были у меня страхи по этому поводу, я тоже там начиталась всего. Но по факту я с этим не сильно столкнулась, у меня украли телефон 1 раз. Но я думаю, что это, в принципе, просто... Карма. Карма, возможно, да, я потом, кстати, связала это. А как украли? У тебя же не так, что с рук вырвали? Нет, я просто оставила, ну, я сама тупанула, я просто оставила в кармашке байка телефон, отошла на пару минут, потому что я уже 1,5 года там жила на тот момент. И всем доверяла. Да, и я уже раскрыла полностью все свои Чакры, да, и всем доверяла, ну, как бы не случалось, не было таких прецедентов. И, ну, я уже как-то подрасслабилась, видимо. Просто все-таки нужно не забывать, что это страна третьего мира, и... Ну, у людей есть с деньгами проблемы, они будут пользоваться возможностью. Население бедное, как бы, нужно это понимать. Не расслаблять сильно булочки. Ну, а в целом, как бы, я не могу сказать, что вот я вот прям где-то... Случается, да. Опасные ситуации я были? Я думаю, как и во всем мире, как и везде. Это на везде можно просто... Были ли у тебя опасные ситуации, где ты, ну, боялась, что ты понимала, что, ну, сейчас может что-то плохое произойти? Связано с кем-то, с третьим лицом, конечно? Да. Ну, то есть, например, угроза, грабеж, там, попытка там домогательств. Не было никогда? Ну, был 1 раз, у меня был такой случай, но я думаю, что это больше исключение, чем правило на самом деле. Я гуляла по тропинке среди рисового поля, это было в Чонгу, и один местный парень проезжал на байке и так смачненько меня шлепнул. Реально? Да. Это было темно, ну, то есть уже было вечер, достаточно темно. Мне было очень страшно, потому что потом он развернулся и поехал обратно. И это было страшновато. Ну, в общем, было, да. Но он потом уехал, типа, все нормально. Нет, он развернулся, поехал обратно и еще меня по животу. Ну, то есть такая прям ситуация. То есть он 2 раза тебя хлопнул? Да. И это было очень страшно. Но среди моих знакомых и среди вот, ну, вообще всем, с кем я общалась, особо никто не сталкивался. А что делать, если вот ты идешь реально, на тебя нападают? Вот как по правовому надо защититься?
Ты же на Бали. Там религия Закрывать главный чакры, закон. прикрывать чакры. Думать о карме, да. А позвонить в полицию такое существует? Существует, но я не думаю, что будет иметь особо сильный эффект. Не придет? Местный всегда будет прав. М. Да. То есть там, если случилась какая-то авария, если случилось что-то у тебя случилось, какое-то происшествие с местным, то полицию вызывать бесполезно, а местный всегда будет прав. Даже если он тебя ударил, когда ты шла? Ну, я думаю, да. Сама напоролась на его Напоролась, ладонь. Да. провоцировала. Да. Оделась не так. Да. Мгм. Ох ты ж. Ох ты ж, да. А вот убийства там такие серьезные какие-то, У много нас таких какой-то случаев. про крайм пошел. Да, не, ну интересно, Да нет, ну на самом деле самое такое опасное это аварии на байках. Вот это вот единственное, что люди пренебрегают, ездить без шлема. Я сама пренебрегала частенько. Не повторять. С бигудей вот тут реально как из Да. теляги. Это выглядело очень эпично, как человек вот с бигудей здесь вот большой такой круглый просто на байке. Это реально вот как кадр из фильма, Ален. Это было сногсшибательно. Да, абсолютно точно. Плюсы-минусы, прям вот самые главные, там 2-3 плюса Бали, самые главные 3 минуса Бали для тебя. Ну давай начнем с плюсов, наверное, да? Давай. Для меня самый главный плюс это люди, которые приезжают на Бали, потому что там очень, правда, очень много интересных, разносторонних, открытых людей. Даже если они приезжают туда не такими открытыми, на тот момент, когда ты их встречаешь, там они как-то открываются, знаешь, вот эта вот вся эта Обстановка, атмосфера, да, она располагает ко всему этому. Ну, плюс все вот эти вот практики духовные, это там Мгм. мейнстрим, это модно, если Мгм. ты не медитируешь, что ты не в теме, знаешь, ну, есть такое. Есть. Да. Особенно если ты разговариваешь на английском языке, у тебя есть большая возможность пообщаться, узнать культуру, узнать ментальность других наций. Мгм. И это тоже супер классно, это очень интересно. Ну, для меня вот это вот прям самый главный плюс. Люди. Второй плюс, ну, конечно, климат для меня. Хотя для меня климат балийский слишком жарко. Для меня тоже слишком жаркий, потому что влажно еще. да, с 12 до 4 часов дня, если нет работы, я старалась из дома вообще не выходить. Мгм. Особенно если ты на байке, куда-то в пробке днем остался, это вообще жопа. Мгм. Ну, Это согласна, жесть, это да. очень сложно. Но если сравнивать, ну, если есть выбор, например, провести зиму в России либо на Бали, Тут я выбор очевиден. предпочту, конечно, Бали. Да. Ну, то есть климат на самом деле для меня это такая двухсторонняя медаль. Вроде бы и плюс, но вроде бы и не Нюансы. совсем. Выбираешь Да. меньше из зол. Да, выбираешь меньше из зол. Третий плюс, ну, наверное, все-таки для меня лично я почувствовала там сильное духовное какое-то развитие. Потому что все этому способствует. Ну да, все способствует, там очень много, очень большой выбор практик различных. Там вообще, в принципе, очень большой выбор всего под любой запрос. Хочешь развиваться духовно, пожалуйста, у тебя там на каждом углу эти медитации, йоги-студии. Хочешь вечеринок, тусовок, рок-н-ролла, тоже, пожалуйста, езжай в Чонгу. Хочешь романтики, Тиндер работает. Да, хочешь романтик, Тиндер работает, ребята, это же важно. Да. Ну, то есть под любой запрос, в принципе, можно найти. Главное понимать просто, что ты хочешь, на самом деле, чего ты хочешь, в какую сторону идти. Вот. Это плюсы. Из минусов. Ну, вообще, мне как бы Европа больше по душе. То есть я обожаю Европу, я ее очень люблю. И, конечно, Азия очень грязная. Для меня это самый главный минус. Потому что вот эти все азиатские запахи, приколюхи все эти, знаешь, там на полу есть рис. Ну, К этому надо привыкнуть, к да? этому надо привыкнуть, я не привыкла за Да. 2 года, честно говоря. Другое дело, когда ты как бы, ну, пытаешься просто фокус сменить, да, и Мгм. отстраниться от этого. Мне кажется, все пытаются именно это делать. Да. Но у меня, честно говоря, не всегда получалось. У меня иногда было такое, знаешь, что я еду там с медитацией, такая вся просветленная. Блин, увижу это, и у меня все, вся медитация к черту. Понимаю. Да, для меня это минус. То есть вот эта вот грязь и запахи,
В общем, специфика Азии меня не очень сильно привлекает. Второй минус, наверное, знаешь, там очень тяжело построить близкие отношения. Это важный Близость. момент, ты говорила об этом. Да, близость. Очень круто, что вокруг много классных, открытых, интересных, разносторонних людей. Это все классно. Но это, кстати, к теме отношений тоже. Все равно это туристическое место. И даже экспаты, кто живет там больше года, да, допустим, они все равно приезжают и уезжают, приезжают и уезжают. То есть, я не представляю, что за человек должен быть, который приехал, там, я все 20 лет готов на острове жить, да, это же странно. Есть индивидуумы, но это скорее исключение, чем правило. И, то есть ты как будто бы знакомишься, у тебя кругозор большой становится, да, с большим количеством людей, но именно близкие отношения построить сложно, потому что люди так или иначе, они все-таки разъезжаются. И они это держат в голове. То есть, когда ты понимаешь, что ты уедешь, ты тоже вот это вот сближение, Да. оно для тебя имеет более такой интерес значение, оно имеет для тебя значение такого, вот мы встретились, провели, как, знаешь, там песню вставишь, ты стоишь на берегу в синем платье, вот это 3 дня и 3 ночи, там, да, все супер, из-за этого еще более супер кажется, что никакой нет вот до дальшей перспективы, но потом это так же быстро обрубается, и на какой-то момент ты думаешь, да я уже не хочу так больше. В какой-то момент уже ты можешь устать от этих легких знакомств, которые такие все интересные и веселые, но с другой стороны, ты думаешь, это же и не только приобретение энергии, но еще и трата. Конечно, но не хватает глубины. Глубины. Глубины не хватает. Именно. И третий минус? И третий минус. Давай скажем, дороги, это от меня. Да. Узковаты же. Узковаты. Вот, наверное, Пробки из-за узких дорог, я думаю. Или из-за того, что слишком много людей. Из большого количества, я думаю, народа. И стая же пошире, и нормально. Дороги — это вообще отдельная тема. Там просто нет правил. То есть я когда приехала, я водитель, у меня 10-летний стаж вождения машины, и я привыкла, что у нас все четко по правилам, знаки, светофоры. Когда я приехала туда первый раз, я вообще не поняла, что происходит. Где я нахожусь, что там нет ни светофоров, ни полицейских, ни знаков. Чисто интуитивное вождение. Как договоришься до того с этим? Реально, вот просто интуитивное. Я первый месяц-два ездила на такси, на байке, то есть ты можешь вызвать байк-такси с водителем. Я ездила с закрытыми глазами, потому что мне было страшно, потому что я не понимала просто, что происходит. Вообще, для меня сюр, конечно, какой-то был. Мне тоже так было, когда я с тобой ехала. Страшно. Пяток занула. Я думала, пожалуйста. Непривычно же. Да, и аварии как бы случаются тоже. Но аварии случаются больше из-за того, что кто-то пьяный сел. В основном, да. Да. И не такое, что там кто-то кому-то не уступил, как у нас. Кстати, для меня вот это тоже был очень интересный факт. У нас вроде бы столько правил, и все четко, понятно. Камеры на каждом углу висят, но люди бьются каждый день. Там интуитивное какое-то просто непонятное вождение, но аварий таких вот, как дорожных именно происшествий, нет. То есть для меня это какой-то магический фактор. Мне кажется, скорость еще, в принципе, поменьше. Это байки. Это байки. Понимаешь? Да, согласна. Это я тоже отмечала. Я отмечала это, в принципе, в Азии, где, особенно еще в странах, где легалайз. Да. Я думаю, почему вы вообще все живы? Извините. Алин, тогда расскажи, почему ты все-таки вернулась, что тебе не понравилось и понравилось, ты рассказала? Вернулась, но я соскучилась по дому, соскучилась по России, соскучилась по родителям, по друзьям. По серьезным отношениям. Нет, это, наверное, нет, я имею в виду глубоким отношениям таким. Я скоро уезжаю, поэтому... Поэтому ты превратилась в того самого человека, который уезжает везде, к которому нельзя привязываться. Да, поэтому неожиданно я сама превратилась в этого человека. Я соскучилась, в принципе, по летней России, потому что 2 лета меня не было в России, а Россия летом изумительно. Парки, то есть, Бали — это остров, да, нужно понимать, там нет цивилизации. И я очень соскучилась по всем благам цивилизации. Я сейчас наверстываю как ненормальная, хожу по 30 шагов каждый день, потому что парки, архитектура для меня это просто какой-то венец вожделения там был. Я мечтала об этом очень сильно. И вот сейчас... Дорвалась. Я дорвалась прямо, сильно.
И, конечно же, скажи про планы свои, куда ты собралась все-таки из нашей красивой России. Ну, я хочу сейчас попробовать пожить в Испании. Почему? Да, как я уже говорила, я очень сильно люблю Европу, я давно в ней не была. Больше как-то после моего последнего опыта мне не очень сильно охота зимовать в России, честно говоря. Азии для меня как будто бы пока что достаточно. Испанию я люблю, я ее обожаю. Я считаю, что Барселона — это вообще самый волшебный город на всем Согласна, свете. город очень... Была прям, ну, наверное, даже мечта. Не, наверное, это была моя мечта, да, туда уехать. Я решила, когда, не сейчас. Мечтам нужно сбывать. Мечтам нужно Бали ведь тоже когда-то был твоей мечтой. И в итоге Бали был, да, тоже С когда-то сегодняшним мечтой. днем ты уже там вообще 2 года прожила. Слушай, Али, мне кажется, ты у нас будешь частым гостем, надеюсь, и люди будут этому рады, потому что ты реально очень много путешествуешь, это твой стиль жизни, и я восхищаюсь этим в тебе, вот этой возможностью менять, перестраиваться, да, адаптироваться в новом месте, не бояться. Это тоже определенная смелость. Алина, к тому же, зарабатывает абсолютно сама, то есть ты же не так, что тебе кто-то дал деньги, и ты на них просто путешествуешь, ты еще находишь возможность в этих разных странах как бы зарабатывать и легально. Ну, легально я имею в виду на легальных вещах, скажем, на легальных вещах. Поэтому спасибо тебе большое, что ты поделилась с нами. Да, спасибо, Алина. И классно, что прозвучала такая фраза, что мечты должны сбываться. Я надеюсь, все наши мечты будут сбываться, а вы напишите в комментариях свои вопросы. Может, про Бали или что-то другое из интересного, что услышали. Подписывайтесь на канал. Спасибо всем. И до новых встреч.